Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу серию лекций о работе клинического госпиталя Нейровита. Сначала я хочу поблагодарить за те отзывы, которые вы присылаете нам за проделанные нами лекции. Мы видим, что они вам интересны. И сегодня мы попытаемся ответить на целый ряд вопросов, которые вы задаете непосредственно на нашем YouTube-канале и по конкретным болезни бокового миотрофическому склерозу. Поэтому, может быть, какие-то вопросы мы повторимся, может быть, где-то мы что-то скажем, что уже ранее говорили, но мы попытаемся рассказать о тех достижениях, которые мы сделали, и то, что у нас получилось за вот этот период времени, пока мы с вами не общались. Мы назвали нашу презентацию «Клонально-кроветворная парадигма диагностики и лечения бокового миотрофического склероза. Экспериментальные первые клинические результаты реституции или восстановления исходного состояния костного мозга». Эта работа выполнена большим коллективом ученых. Я здесь привожу только имена руководителей: Брюховецкий Андрей Степанович, это московская группа; Богачев Сергей Станиславович, это группа новосибирских ученых; Гривцова Людмила Юрьевна, это группа ученых из Обнинска Калужской области; Устюгов, это руководитель из города Черноголовка; и Шурдов Михаил Аркадьевич, это представитель правления клинического госпиталя Нейровита, который, в общем-то, основной финансист данных исследований. Значит, мы говорили уже о существующих проблемах диагностики бокового миотрофического склероза, и этот вопрос постоянно задают наши пациенты, то есть что нужно сделать, как нужно диагностировать его. Еще раз повторю. Диагноз бокового миотрофического склероза можно реально диагностировать, когда погибло 70-90% собственных мотонейронов головного и спинного мозга. Все существующие методы молекулярной диагностики, к сожалению, пока не работают. И стандартная игольчатая миография в том числе тоже начинает работать только тогда, когда уже заболевание находится практически в финальной стадии. К сожалению, до настоящего времени диагноз БАС является смертельным приговором без права на помилование. Поэтому мы достаточно много времени занимаемся этой болезнью и хотим рассказать все-таки, что же нам удалось сделать. Хочу похвастаться, уважаемые коллеги, у меня в прошлом году вышла книжка «Боковой миотрофический склероз», в которой я подробно изложил наши взгляды на это заболевание. Вы можете найти эту книжку в издательских решениях Ридера, она есть на Озоне, она есть на других платформах, вы можете с ней столкнуться. Что главное в том, что изменило наше понимание этой проблемы? Мы считаем, что БАС – это не заболевание моторного нейрона. По крайней мере, в первую очередь, это не заболевание моторного нейрона, как считает весь мир. Мы считаем, что БАС – это геномное, постгеномное, эпигеномное, протеомное заболевание собственной кроветворной стволовой клетки. И повреждение мотонейрона не причина, а следствие этой болезни. Потомки патологического клона кроветворных стволовых клеток становятся аутоагрессивны к собственным мотонейронам мозга и убивают их. И это открывает новую цель для лечения бокового миотрофического склероза. Это блокирование патологического клона кроветворных стволовых клеток, формирующего моно- или олигоклональный гемопоэз, и восстановление поликлональности кроветворения. Я попытаюсь объяснить эти сложные слова. Олиго, моно – это вот есть один клон кроветворный, который является патологическим, или несколько кроветворных клонов крови, клеток крови, которые являются патологичными, и их потомки, иммунокомпетентные клетки, именно они идут и убивают мотонейроны. Задача
убрать этот один или несколько клонов, моно- и олигоклональность кроветворения и восстановить поликлональность кроветворения. Как говорят китайцы, надо, чтобы росли все цветы. То есть задача запустить другие клоны кроветворных стволовых клеток, которые здоровы и находятся в подавленном состоянии. Мы давно говорим о клональности гемопоэза и, собственно, понимание формирования клональности гемопоэза очень важно. Это принципиально меняет позицию ученых, врачей во всем мире к сегодняшнему пониманию целого ряда нейродегенеративных заболеваний. При рождении пул гемопоэтических вот этих клеток, он достаточно однороден. Мы видим это вот синенькие клетки, которые все одинаковые. Кто-то говорит их 100 тысяч, кто-то говорит 20 тысяч, кто-то говорит 200 тысяч. На самом деле это не так важно, то есть они есть в достаточно большом количестве, и этих клеток должно хватить полностью для прожития человека почти 1000 лет. Но с возрастом в этом клоне появляются вот отдельные другие клетки, они нарастают, расширяются, появляются за счет мутаций новые и новые изменения, и клон становится агрессивным, и клон становится или иммуноагрессивным, или, наоборот, иммунотолерантным к патологии. В результате какая-то часть стволовых клеток выигрывают в этом соревновании, и формируются определенные стратегии победы. То есть это или самообновление, или выживание, или дифференцировка этих клеток. И очень четко показано, особенно в работах последних зарубежных исследователей, в журнале «Кровь» очень показано, что всегда есть генетические изменения, которые характеризуют клональное кроветворение. То есть патологическое клональное кроветворение всегда имеет свой отпечаток в геноме каждого пациента, в геноме и эпигеноме каждого пациента. Мы видим, что сама схема возникновения этих мутаций в ДНК человека, она самая разная. И вот здесь мы представляем вам самые различные варианты повреждения. Двухцепочечный разрыв, изменение структуры хроматина высших порядков, столирование вот этой репликационной вилки, вот вы видите, ингибирование активности. То есть я не буду пугать вас этими терминами, но в итоге мы видим, что все эти повреждения, естественно, и в природе придуман механизм, как с ним справиться. Но гены, участвующие в этом клональном кроветворении, они достаточно известны. Кто-то считает, что их 10, кто-то говорит 12 генов. И все эти гены, в общем-то, можно идентифицировать, и именно они являются драйвером, водителем возникновения вот этого клонального кроветворения. То есть, если мы говорим, что у человека есть клональное кроветворение, мы всегда должны найти генетическое подтверждение этого факта. И вот мы показываем на конкретном случае, что у каждого человека мы видим мутацию генов клональности гемопоэза, которую мы можем подтвердить как на уровне генома, так и на уровне протеомных исследований. Чтобы к этому прийти, был проделан достаточно большой путь. Мы достаточно долго исследовали геномику, протеомику, метаболомику этих клеток и пришли к выводу, что в принципе основные проблемы на кроветворной стволовой клетке можно увидеть на мембране. Поэтому было предложено вместо дорогостоящих исследований по масс-спектрометрии белков делать такие исследования молекулярных белков оболочки кроветворной стволовой клетки, которая позволяет профилировать эти вещи. И вот, используя проточный цитофлюориметр, достаточно известный аппарат, мы показали, что при боковом атрофическом склерозе, вот синий профиль, 66 больных склерозом, мы видим отчетливую характеристику больных с БАСом. То есть она кардинально отличается, например, от больных с злокачественными заболеваниями и с Донови. То есть мы видим протеомный профиль клона гемопоэтических стволовых клеток, который характерен как для рака, так характерен и для нейродегенеративных заболеваний. Вот конкретно мы видим у людей с боковым атрофическим склерозом.
И вот здесь мы представляем, что даже генетический БАС мы тоже видим у этих больных. Вот это оранжевое, это профиль клона гемопоэтических стволовых клеток, тяжелой больной, умирающей с боковым атрофическим склерозом. А вот синенький, это клон ее близкой сестры, абсолютно здоровой, которая практически ничем не отличается. То есть мы по профилю кроветворных стволовых клеток можем выявить наличие генетического БАСа даже у здоровых родственников. И это открывает огромные перспективы для того, чтобы профилактировать у них подобные вещи. Мы опубликовали это за рубежом, достаточно большое количество публикаций сделали, в Швеции опубликовали их, монографию целую издали по этому поводу за рубежом и получили поддержку ученых. То есть в итоге мы можем выделить стволовую клетку гемопоэтическую из лейкоконцентрата, оценить наличие мутаций в ней и четко на конкретном больном представить, вот мы представляем это мутации генов клональности этого пациента, то есть мы получаем генетический портрет конкретного клона, то есть мы говорим, да, вот он конкретный клон, вот у него конкретные гены, которые мутируют, а вот его протеомный профиль, который вот красненький, который полностью отличает его от других больных. И он характерен для больного БАСа. То есть мы говорим, что по профилю мембранных белков поверхности гемопоэтической стволовой клетки мы можем ультрарано сказать о наличии бокового метафизического склероза у данного человека. Следующий вопрос. Мы применили технологию геномного балансирования, мы на ней уже говорили, в которой мы показали, что использование двухцепочечной ДНК позволяет реставрировать поврежденную кроветворную стволовую клетку, используя природоподобный механизм. Я останавливаться на нем не буду, я просто покажу дальше, что мы получили. Вот мы показали, как идет стимуляция колониеобразования реставрированных клеток. И вот идет серия публикаций, в которых мы описали этот механизм полностью и представили его на суд ученых. Но одно дело теоретические эксперименты, а другое дело реальное лечение. Мы решили сделать все-таки модель бокового миотрофического склероза, взяли трансгенных мышей, в которых, в общем-то, у нас было четко доказано наличие бокового миотрофического склероза. Это трансгенные мыши линии T1-FUS 1.359, которые, собственно, воспроизводили фуз-белковую протеинопатию. То есть это модель классического бокового миотрофического склероза. Вот мы выбросили доменная структура этого белка, фуз-белка, вот она, собственно. А вот этот зачеркнутый участок, это был который удален из конструкции вот этой трансгенной кассеты. Мы показали, что мы их реставрировали, белки. И вот они, собственно, фенотипические проявления вот этого процесса на этих трансгенных мышах. Вот мы видим, как здесь вот икроножные мышцы, видим, как развивается заболевание у этих животных. Вот она трансгенная кассета, которую мы диагностировали при ПЦР-диагностике. То есть мы создали генетическую модель бокового миотрофического склероза. Эти животные живут 140 дней. И когда у них появляется симптоматика бокового миотрофического склероза, мы должны были оценить ее, насколько она выражена, чтобы как-то запротоколировать те изменения, которые мы можем сделать. Мы использовали установку Noldus Catwalk из Нидерландов. Это программно-аппаратный комплекс для проведения вот этих нейрофизиологических тестов у модельных мышей с боковым миотрофическим склерозом. В результате, вот здесь очень очевидно, видно, то есть вот та мышки, которых мы содержали, вот эта мышка первоначальная, а вот мышка, собственно, у которой развился боковой миотрофический склероз, тяжелая атрофия, и в течение 140 дней она должна погибнуть от генетически запрограммированной болезни. Значит, вот здесь мы показываем, что мы создали специальное ДНК, двухцепочечная ДНК мыши, которую мы выделили из печени здоровых мышей. И вот мы показываем, как мы, собственно, готовим этот препарат для того, чтобы имплантировать его этим животным. Вот это очень важный слайд, в котором мы впервые показываем результаты нашей работы.
То есть вот это все же вот красная линия, ну или оранжевая линия, это линия, собственно, наших экспериментальных животных. А синяя это контрольная группа. Мы видим, что уже через определенный период времени, вот с 11 по 14 число, вот они все были одинаковые. И вот уже у контрольной группы начали развиваться клинические проявления бокового амиотрофического склероза. При этом наша группа, которую мы, собственно, применяли нашу технологию, у нее даже нет симптомов. Здесь уже даже погибло одно животное, погибло второе животное, и мы видим, что нам удалось остановить прогрессирование болезни практически на 45 дней, то есть представляет 17% от жизни этих мышей. То есть мы показали, что мы можем отодвинуть развитие симптоматики даже генетически запрограммированного бокового амиотрофического склероза. Более того, мы четко увидели, что все тесты на силу, координацию у животных дикого типа, и вот это контроль красный, а вот это, собственно, леченные нами животные. Мы видим, что они достаточно эффективно восстанавливают координацию. Это тест на перевернутой сетке. Мы тоже видим, что вот у диких животных, это вот у фусоконтроля, то есть нелеченные животные, а вот наши леченные животные, то есть симптоматика у них не появляется. Это анализ координации походки животных с помощью вот этого аппаратного комплекса Knowles Catwalk. И мы видим, что как серьезно отличается функциональность, там средняя ширина между задними лапами, изменяется длина шага, средняя скорость. Нам удается остановить процесс прогрессирования этого заболевания. Вот параметры отпечатка задних лап видим, то есть дикие животные, контрольная группа, это леченные нами животные. То есть мы видим реальные результаты применения этой технологии. Какие выводы можно сделать из проведенного эксперимента? Первое. В ходе работы над проектом, мы создали этих животных и пролечили их, в общем-то, генотерапевтическим препаратом. Мы ввели клеточный препарат и практически на 17% продлили жизнь этих животных. Проведенное поведенческое тестирование выявило глобальное значимое отличие, и положительным было то, что в показателях этих тестов на выявление моторных дисфункций трансгенных животных были показаны хорошие результаты по сравнению с контрольной группой. То есть лечение в эксперименте работает, это можно делать, и эти вещи можно активно и широко применять. Соответствующим образом мы использовали сбор кроветворных стволовых клеток, используем лейкоцитостата, ну или в ряде случаев, если это было очень трудно у больного, использовали лекарственную субстанцию паноген, она официально разрешена для клинического применения в Российской Федерации. Вот регистрационное удостоверение на эту лекарственную субстанцию. И, соответственно, общая схема терапии представлена на этом слайде. Здесь очень важный момент. Мы практически использовали основные этапы трансплантации костного мозга. И вот здесь нужно сказать, что чем кардинально отличается наша технология от технологии трансплантации костного мозга. Мы назвали ее реституция костного мозга при боковом амиотрофическом склерозе. То есть реституция – это восстановление в исходном состоянии. Это есть юридический термин такой и есть биологический термин. Так вот, реституция – это попытка вернуть костный мозг к исходному состоянию. То есть убрать клональный гемопоэз. Если при трансплантации костного мозга мы убиваем весь костный мозг и пересаживаем эти клетки, и они должны прижиться и создать новое кроветворение и новый иммунный ответ, то в данном случае реституция костного мозга позволяет забрать клон, его реставрировать, вывести его в терминальную дифференцировку. То есть дальше он не делится, мы как бы кастрировали его, он не способен к делению. И снова перелили этому человеку, и животному, и человеку. В результате через определенное время, у человека это 4, 5, 6 месяцев, этот клон вырождается. И на его место становятся иммунокомпетентные клетки и клоны здоровых клонов, которые были подавлены.
В итоге мы формируем принципиально новое поликлональное кроветворение, которое, то есть и снимаем ту смертельную иммунную петлю. И вот я впервые вам показываю итоги реституции костного мозга. Вот у нас было до проведения лечения, до реституции, то есть был один определенный клон, и после этого мы получили принципиально другой клон. То есть у нас есть два морфологических портрета кроветворения до лечения и после лечения. Мы убрали смертельную иммунную петлю. Мы сделали новые клоны, которые сегодня функционируют. И они не иммуноагрессивны к данной патологии головного мозга. То есть то, что мы хотели, мы реально получили, подтвердили на генетическом и протеомном уровне. Мне бы очень хотелось акцентировать ваше внимание на ряде положений. Мы вылечили болезнь или нет? Нет. Мы остановили прогрессирование заболевания. Мы остановили возможность иммунной системы продолжать атаковать собственные нервные клетки. Убрали ли мы дефекты, которые уже нанесены? Нет, это следующий этап. И мы, в принципе, понимаем, как мы это будем делать. У нас есть целый ряд и наработки по этому поводу. Мы много лет занимались лечением боевой травмы мозга. То есть проблема регенерации остановленного заболевания нам понятна. Но это уже следующий этап терапии, который мы будем делать. Поэтому, еще раз говорим, задача этого этапа реституции костного мозга – остановить болезнь, остановить ее прогрессирование. И, как говорится, прежде чем спасать повешенного, его нужно вынуть из петли. Вот мы вынули его из петли и создали условия, в которых организм перестал прогрессировать, болезнь перестала прогрессировать. Второй этап, нейрорегенеративный, он будет следующим, и мы о нем поговорим отдельно в следующей лекции. Спасибо за внимание.